Местами странные фото, не правда ли? Кто-то когда-то убедительно доказывал, что это дефекты фотоматериалов, неаккуратность обработчиков и гуляние объектива во время экспозиции. Особенно прикалывает ёлочка, которая из-за странного свечения на краях больше похожа на декорацию, которую воткнули в постановочное фото. Но венцом творения стало следующее фото. Как подобное связать с дефектом или неаккуратностью фотографа, сказать сложно. Очевидно, те фотоаппараты за время выдержки фотоматериала успевали выхватить то, что человеческий глаз не замечал. Для этого требовалось очень короткое время, или как там, мгновение, мгновение, мгновение. Действительно, как так могло получиться, что фото качества HD, что само по себе применительно к концу XIX века очень удивительно, обрабатывали реактивами так небрежно. Секрет таких пятен на фото становится понятен, когда начинаешь рассматривать с близкого расстояния ту самую люстру над ёлкой. Впрочем, не будем дублировать ту самую статью. Электрики сразу поймут, к чему я веду. В своё время родственник, обучавший фотоделу, предупреждал, что в старинных домах могут наблюдаться подобные странности. Старинные люстры при направлении на них фотоаппаратов, особенно включенные люстры, часто давали подобный эффект. А может, они освещали нечто, что в обычном состоянии человеческий глаз не воспринимал? А что если в мортуарии имелись подобные устройства, которые фиксировали нечто, что неведомо человеческому глазу? Как известно, притчей во языцах является Отец, Сын и Святой Дух. Если первых двух можно увидеть, то третий куда-то потерялся и присутствует только в молитвах и пословицах. Уж не его ли лицезрели в мортуарии члены процессий, провожавших самых достойных жителей Сталинграда? А что, это вполне в духе соцреализма. Если во всем мире, и даже в СССР, в домах, где находился покойник, закрывали зеркало, чтобы чего-то не увидеть. А на этом фото, похоже, даже те самые люстры закрывали, чтобы, наверное, они не осветили нечто. Как на фото выше, это нечто могло нарисовать на фото некие загадочные рисунки. Что же было в нашем мортуарии? Начинаем думать. Одинарный силикатный кирпич, местами проглядывающий сквозь облупившуюся штукатурку, убедительно нам доказывает период создания сооружения. Вне сомнения, это послевоенный СССР. И в то же время есть странности. В центре композиции находится пьедестал для виновника, так сказать, процессии, это понятно. Теоретически, все внимание во время прощания должно быть направлено на него. И в то же время смущают отделанные ниши по бокам. Там стоят некие вазы-урны, в которых, очевидно, ранее что-то зажигалось. Вазы, правда, очень модернового вида. Как-то кажется, что бетонный пол очень топорно залили на уже стоящие вазы, причем сами вазы явно произвели не в стиле классицизма, а по индустриальным формам 20 века. Постамент явно сделан из силикатного кирпича, который стоит на основании из красного кирпича. И при этом нижний видный слой красного кирпича залит наполовину. Это явно доказывает, что плиту постамента заливали, когда низ постамента уже стоял. И постамент здесь скорее инородный элемент, чем первоначальная задумка архитектора. Что же здесь могло быть? Трещины на задней стороне фасада мортуария красноречиво говорят, что алтарная часть здесь автономная и проседает под своим весом отлично от остального здания. Да и по стилю она другая. Настойчиво напрашивается версия, что данное сооружение впервые выстроили после войны и примерно тогда же капитально перестроили, добавив постамент и алтарную часть. А собственно, в Википедии так и написано. Первый год постройки — 1950-52, второй — 1957-58. Изнутри это становится заметным еще более. Алтарная часть имеет другое качество исполнения строительных конструкций, и даже стиль ее несколько отличается от боковых сторон. Что же там было в реалии? По некой странности, данный объект в части своего происхождения выглядит очень загадочно. Если бы шла речь об античном объекте,
или даже объекте XIX века, все было бы вполне обыденным. Но про возведение мортуария указанными 50 годами XX века в архивах не сохранилось абсолютно ничего. Об этом сообщали в интервью вполне серьезные люди, имеющие отношение к исполнительной власти. Не сохранилось даже фотографий его строительства. Слухов ходило много и самых разных, но слухи есть слухи. Непонятно, насколько можно верить подобным лубочным картинкам от фотографа Пиранези, но это вид самого настоящего древнего пантеона. Все очень похоже на правду, вдоль стены имеются те самые ниши, правда без вас. Ничего удивительного, это развалины. Зачем же в пантеонах делали эти ниши? И самое интересное, стены с нишами связывал большой арочный потолок, на рисунке уже разрушенный. Неужели в нашем мортуарии планировали сделать такой же? Очень даже может быть, но вместо арочного потолка сделали постамент с алтарем, причем очень топорно и из того, что было. Даже потолок выполнили деревянным, что как раз говорит о нежелании делать эту конструкцию навека. А сами ниши с урнами сделали как-то понарошку. Или их заложили кирпичом и залили бетонным полом вместе с низом урн. Урны, кстати, очень интересное слово. Учитывая, что при переходе слов из античного языка в современные буквы часто менялись местами, и многие слова «т-а» меняли произношение при тождественном смысле. Ну, например, «ярд» и «ядро». Можно сказать, что буквы даже могли специально поменять местами в силу неких соображений. Интересно, урна и уран из этой серии? Если да, то что в этих нишах мог делать уран из урины в урнах? Но вернемся к античным пантеонам. Как раз пантеон Дианы с этой гравюры уверяет нас, что в классическом виде над стенами должна быть потолочная арка. Похоже, наш мортуарий делали по данному образу и подобию, но по непонятной причине не доделали. В задней части нашего мортуария должны быть две суперниши, которые даже не собирались возводить. Или они были снесены и их превратили в проходы? Похоже, никто ничего не сносил, разве что импровизированно переделали входы в междустенное пространство и выполнили в новом неканоническом виде алтарную часть. Зачем? А это тоже пантеон, только римский. В основе его огромное круглое здание. Никаких закономерностей с нашим пантеоном он не имеет, разве что ниши с урнами располагались там в стенах по кругу. В сети гуляет много иллюстраций его внутреннего вида, в ТЧ и от Пиранези. Наверное, основным в пантеонах всегда были эти самые ниши, а уж как их там располагать внутри пантеона, было делом десятым. Зачем были нужны эти ниши? Кстати, в Википедии явно слукавили, сообщив о том, что в СССР было несколько подобных мортуариев, но сохранился только наш, в Волжском. Не знаю, что там было с античными постройками, но вновь выстроенный в СССР в послевоенное время. И исключительно для ритуальных услуг мортуарий был только один, если не прав, поправьте. Имелись сооружения с несколько схожим исполнением, но они использовались исключительно как музеи. Битва под Лейпцигом в литературе также часто встречается название битва народов, нем. Волкерсхлахт bei Лейпциг, 16-19 октября 1813 года. Крупнейшее сражение в череде наполеоновских войн и в мировой истории до Первой мировой войны, в котором император Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от союзных армий, внимание, Авт. России, Австрии, Пруссии и Швеции. Битва произошла на территории Саксонии. В состав обеих сражавшихся сторон входили в том числе войска различных немецких государств. В первый день сражения 4-16 октября 1813 года Наполеон удачно атаковал, но под давлением превосходящих сил союзников вынужден был 18 октября отступить к Лейпцигу. 19 октября Наполеон с большими потерями начал отступление во Францию. В том сражении погибло очень много людей. Одних россиян погибло несколько десятков тысяч, по официальным данным. Именно для увековечивания погибших и был выстроен тот самый памятник.
Про него известно то, что Гитлер его очень любил и неоднократно назначал в нем различные встречи. При ГДР памятник хотели снести, но его спасло то, что он символизировал воинское братство русских и немцев, что полностью соответствовало политической конъюнктуре того времени. Памятник был выстроен уже в 20 веке, этот факт не подлежит сомнению. Масштаб и технологии поражают. Неужели подобные объекты строились с деревянных лесов и в белых пиджаках? Закладка Национального мемориала битвы народов состоялась 18 октября 1898 года. Бруно Шмидц изменил при этом свой изначальный проект таким образом, что изначально открытое шатровое основание, запланированной на вершине круглой башни, увеченной державой, в конечном итоге отброшенной, превратилось в основной самостоятельный объем сооружения, скрывающий крипту как центральное место поминовения павших в сражении. Торжественное открытие состоялось 18 октября 1913 года, к столетию битвы народов. Финансирование осуществлялось преимущественно за счет специально организованной лотереи и пожертвований. Поскольку здесь есть интересные детали, которые не разглядеть без масштабирования, к этим фото мы еще вернемся. Примечательно здесь то, что на левом фото видно как раз следы от неаккуратного фотографа. Именно так оставлял следы на фотографиях плохо смытый фиксаж. Еще на этих фотографиях явно не хватает фон Штирлица в форме, молча скорбящего возле траурных венков по случаю очередной годовщины битвы наций. Да, именно так. Венки там как раз по этому случаю, для поминовения погибших, гарантию даю, это не газовая горелка, где Гитлер со своей Анинербе, и где газ, я вас умоляю. И необычный огонь от свечи или горение другого органического топлива, посмотрите Штирлица на главный, и что рядом с ним. Можно думать все, что угодно, но зачем в этом случае подсвечивать края тарелки, причем так, что ореол виден только у боковых ее поверхностей? Для сравнения посмотрите на ту елочку, которая смотрелась на фото выше как вставленная и плохо замаскированная декорация, точнее, на ее края. И мы имеем либо плохо сляпанный фотошоп в уважаемом Бундесархиве, кстати, либо первое в 21 веке вылезшее изображение того самого Святого Духа, ну или благодатного огня. В крипте, где ему самое место. Опять же, насколько его мог зафиксировать фотоаппарат.